Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем шить самую лучшую рыбу. Кто-то сказал, самая лучшая рыба– это колбаса? Совершенно с вами согласна. А самая лучшая колбаса– это чулок с золотыми монетами. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. А мы перебираем и просматриваем образцы мебельной ткани. Там, где возможно, выкраиваем полоски шириной или 10 сантиметров, или 7, а остальным мелким кусочкам придаем примерно одинаковую форму, немного закругляем с одной стороны. Первым делом надо пристроить все мелкие кусочки. Они занимают очень место при хранении. Лавровый венок в разобранном виде. Для основы возьмем кусок плотной мебельной ткани. Прямо на ней нарисуем контур рыбы. Мы не рыбаки, не ихтиологи, не биологи и даже не повара. В видах рыб разбираться не обязаны. Мы художники. Мало ли какие рыбы в морях, океанах водятся. Это неизвестный науке зверь. Работу начинаем с хвоста. Подбираем лоскутки нужного цвета. Ткани у нас плотные, мебельные. Прошитые детали разворачиваем, швы расправляем на 2 стороны и прижимаем их машинной строчкой. А уже после этого пришиваем хвостик на место. Можно закрепить его дополнительно несколькими швами, чтобы было более натурально. Дальше пришьем полоску ткани, закроем швы, отделим хвост от чешуи. А чешуя у нашей рыбы самая роскошная, все цвета радуги. Конечно, нашивать ее можно самыми разными способами. Но мне было удобнее шить просто по прямой линии, но декоративной строчкой. Выбрала трикотажный шов. Его еще называют зигзаг в 3 прокола. Дело в том, что у нас получается толстенькая заготовка, очень много слоев ткани. Простой прямой строчкой прошить это будет тяжело, а с декоративными гораздо легче. Каждый слой чешуек прошиваем дважды, затем выкладываем второй слой. Вы уже заметили, что у меня простая бытовая швейная машинка, а при шитье крупных изделий важно, чтобы вся работа лежала ровно на одной плоскости с игольной пластиной, чтобы изделие не деформировалось под своей тяжестью. Поэтому используем приставной столик. Его можно сделать самостоятельно. Когда мы доходим до верхнего плавника, закрываем это место,
закрепляем машинной строчкой, а после этого продолжаем нашивать чешую. Таким образом дошиваем до головы нашей рыбы. Закроем его большим куском ткани. Сразу же придадим форму, отрежем лишнее. И приготовим детали глаза и рта рыбы. Их можно закрепить клеем-карандашом, а уже потом пришить на швейной машинке. И вот она, рыба неизвестной породы. Мне сказали, что она напоминает леща. Нет, мы девочки мирные, никому леща не даем. Будем считать, что у нас получилась золотая рыбка. И такой коврик-рыбку с добрыми пожеланиями можно подарить ребенку. Размер получился 60 сантиметров на 1 метр. Хотя, может быть, это чудо-рыба-кит из сказки Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок», а на его спине были и города, и деревеньки. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках. Напоминаю, что полное собрание моих видео вы можете посмотреть на Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!